К вопросу про ангелов и демонов. Существует ли рай и ад в привычном для человека понимании? То есть рай — это что-то небесное, где летают ангелы, и там все хорошо, а ад — это что-то, Преисподняя, да, в что-то, да, огне. что-то плохое, где грешники жарятся на сковородках Не так и это все. варятся в котлах. На самом деле не совсем это так. Это образные вещи, которые людям объясняют для того, чтобы передать само чувство или состояние. Когда говорят про ангельских сущностей, про высшие миры, это, как правило, олицетворяется с легкостью, свободой, любовью, то есть вот этим всем, да, с вот этим ощущением, чувством. Что людям хочется? Легкости, любви, свободы, вот так вот я везде и вся, там вот это вот, да, олицетворяется вот ангельскими. Демонические, соответственно, как ты передашь вот эти низкие вибрации, негатив вот этот как передашь? Соответственно, начинаешь гореть в аду, тебя там расчленяют, там, что там еще делают в аду там со всеми, там, черти тебя там мучают и так далее. Поэтому что происходит? Человека как бы в страх вгоняют, то есть там страшно, тебе туда не надо, пытаясь через страх человека вывести в сторону света. Поэтому в религиях объясняется это таким образом. То есть религия пытается таким образом человека привести к свету. Но давайте не будем забывать о том, что религиозная система, любая религиозная система — это работа на массу. Поэтому модель, по которой она выбирает, как влиять на эту массу, она достаточно правильная. То есть через страх. Что человеку понятнее всего? Инстинкт страха. А как человек оперирует? Из двух позиций. Либо от страха делает выбор, либо от сильного желания. Но сильное желание, там есть много «но». Это либо любопытство может быть, либо алчность может быть и так далее и тому подобное. Проще вести через страх. Поэтому религия зачастую выбирает способ ведения людей к свету через страх. Но в этом случае не все могут прийти туда. Но куда все-таки попадает человек после смерти? Человек после смерти не попадает в некий рай или ад. То есть человек материально умирает, то есть Мгм. тело разлагается, Мгм. да, уходит, остается энергия сознания, то, что мы называем душой. И вот эта душа, как комок энергетический, информационно-энергетический, он растворяется вот в этом вот энергетическом пространстве или поле. И он попадает в мир информационных, так сказать, сгустков. Вот этот мир информационных сгустков находится вот здесь вокруг нас, везде. На планете находится, в космосе находится. И вот эти вот информационные, так скажем, сгустки, они также по своей природе, по своим частотам, они попадают в определенную зону, которая для них благоприятна. Вот высокочастотные чувства или высокочастотные личности, которые жили праведно и так далее, автоматически их выкидывает наверх. В мир, где находятся такие же высокодуховные там души. То же самое происходит и с теми, кто неправедно жил. Они уходят в другую среду. То есть это выглядит как некая энергия или... Энергетическое информационное поле. Оно не находится под землей или в небе, оно находится везде. Мало того, они даже параллельно находятся друг другу. Просто они не соприкасаются. То же самое, как мы сейчас живем, общаемся на материальном уровне, также параллельно на энергетическом уровне происходят здесь процессы. К примеру, мы созваниваемся по мобильному телефону, мы видим провод. Нет, не видим, его нету. Мгм. Есть какое-то энергетическое поле, откуда-то передается информация. Но почему-то эта информация передается именно из моего телефона в твой Мгм. телефон, а не там в телефон, например, Чей-то. нашего Мгм. замечательного оператора. Каким-то образом эта информация шифруется, сжимается в определенные волны и направляется с одного места в адресат. Происходит определенный процесс. Видим ли мы саму эту передачу в материальном виде? Нет, не видим. Но вопрос, существует ли это? Да, существует. Почему? Потому что мы соприкоснулись с этим. Ты можешь слышать мой голос через телефон. А теперь возьмите 25 лет назад, даже 30, спросите у своих родителей, когда им рассказывали о том, что будут такие как бы аппараты, где можно будет созваниваться и видеть друг друга. Для них это было что-то из мира фантастики, что-то нереальное вообще. Сейчас, пожалуйста, Skype, любой мессенджер, вы можете созваниваться по видео и видеть друг. Каким образом это происходит? Да, сейчас можно научно это объяснить, но 25-30 лет назад это даже вообразить невозможно было, не то что объяснить. Сказали бы, что да, ну этого не существует, ты напридумывал, это все вранье. То же самое сейчас и про ад, рай. Этого не существует, это все вранье. Оно существует в другой форме просто, Мгм. нам непонятной.